У меня в руках не обычная консервная банка, а самый простейший кирогаз, который каждый из вас может самостоятельно изготовить. Работает он на спирте, бензине, керосине и спасет вас в случае, если у вас не будет света и газа. Вы можете обогреться, приготовить на нем себе пищу. Нужно найти прежде всего подходящую баночку. Чтобы она была с крышечкой. Дальше размечаем отверстие 1,5 см от края, 20 мм друг от друга. Протыкаем шилом. Далее рассверливаем сверлом, чтобы они одинаковые и газ равномерно выходил. И нам нужен фитиль. В качестве фитиля я использовал такую вискозную тряпку, сложенную в несколько раз полоской. Можно использовать брезент плотный или какую-то другую ткань. Сворачиваем ее колечком и помещаем в банку. Уплотняем, разравниваем, как нужно нам. Да? Дальше нам нужен какой-то фиксатор, который прижимает наш фитиль к стенкам. Я использовал вот такой вот уголок, который остался у меня от ремонта. Я его выпрямил молоточком на ровной поверхности и свернул в колечко. И вот так вот закручиваю и вставляю в банку, чтобы оно держалось и фиксировалось. Вот так разравниваю. И фактически у нас уже все готово. Теперь берем спирт, у меня медицинский в данном случае, и наливаем чуть-чуть в баночку. Немножко, чтобы покрыть дно. Поджигаем его. Вот так вот. Он горит, чтобы прогрелись стенки. Когда стенки достаточно прогреются, я думаю, они уже прогрелись, надо просто закрыть крышку. Видите, что я зажег боковые отверстия. Они равномерно горят синим пламенем. Это горит испаряющийся спирт, который подходит по фитилю. И чайник поставил туда 2 стакана воды. Копоти мало, как видите, да? Чайник уже почти закипает. И вот вы слышите, что чайник уже кипит. Прошло всего 2,5 минуты. Вот таким вот образом можно быстро нагреть пищу, без копоти. И приготовить на таком кирогазе можно все, что угодно. Хочу еще дополнить, что перед тем, как поджигать вот эти боковые отверстия, нужно немножко вот так баночку потрясти, чтобы наш фитиль хорошо смочился спиртом. Тогда розжиг происходит намного быстрее. Для того, чтобы сделать простую, но эффективную спиртовую горелку, нам нужны 2 баночки. Вот баночка от зеленого горошка и баночка от оливок. Естественно, содержимое мы употребляем, открываем их сначала. И в меньшей баночке на дне вот таким вот шилом пробиваем отверстие, несколько отверстий по периметру, для того, чтобы спирт просачивался. И возле края, открытого края, тоже делаем 2 отверстия тем же шилом. Это для того, чтобы воздух попадал внутрь баночки. Теперь берем туалетную бумагу обычную, длиной около метра, и вот по периметру обматываем меньшую баночку. Это наш фитиль. Обмотали вот так вот. И затем вставляем меньшую баночку в большую. Лишнее убираем, уплотняем или обрезаем. Вот сюда наливаем спирт. Он будет просачиваться между стенок и подниматься по фитилю. Дадим спирту промочиться и поджигаем этот край. Надо дать время, чтобы хорошо фитиль промочился спиртом. Подождать. Минут через 15-20 край уже становится мокрый фитиля. Спирт достаточно промочился. И можно туда сверху ставить
нашу посуду, в данном случае чайник, вот, и поджигать. А вот вы слышите, что чайник уже закипает. Прошло каких-то 10 минут. Горелка наша горит по периметру ровным синим пламенем. Она разгорается чем дальше, тем больше. По мере того, как нагреваются стенки банки, увеличивается испарение спирта, и пламя становится больше и ровнее. Ну, соответственно, скорость нагрева увеличивается. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. У меня для вас всегда актуальные темы. И я теперь вот изменил немножко эту баночку для того, чтобы можно было использовать как горючее обычное подсолнечное масло или лампадное масло. В любом соотношении можно их смешивать. Или обычный, любой другой жидкий жир, какой хотите. Вот берем такие вот шнур 5-миллиметровый, хлопчатобумажный, нарезаем на кусочки по 10 сантиметров и пропускаем в отверстие. Отверстия тут у меня получилось 18, я их сделал 15 миллиметров от края. Можете делать меньше, больше. Соответственно, чем больше фитилей, чем они толще, тем мощность горения получается интенсивнее. И если фитили тоньше, если их меньше, то горит не так интенсивно, соответственно, масло меньше расходуется, но и разогрев получается чуть медленнее. Наливаем туда масло, закрываем крышечкой и поджигаем. Вот мы налили масло, так чтобы оно вот не доходило до края несколько миллиметров. Закрываем крышечкой, и надо так вот потрясти этой баночкой, вот так вот потрясти и подождать, чтобы концы фитилей у нас смочились. Когда они смочатся, можно поджигать. После этого ставьте на огонь сковородку, кастрюльку, чайник, что хотите. Практика показала, что слишком много фитилей зажигать не нужно. Для нормального нагрева и приготовления пищи достаточно 8-10 фитилей. Соответственно, столько же сделайте в баночке боковых отверстий. Слишком толстые фитили тоже не нужны. Достаточная толщина фитиля 2-3 мм. Если у вас шнур толще, то распустите его. Отверстия в баночке делайте так, чтобы они были чуть меньше толщины фитиля. Тогда фитили не будут соскальзывать внутрь банки.